По какой причине вообще мужчины начали вот так вот себя вести? Счет 50 на 50, сама себя обеспечивай. Я красивая, но меня не возили на Мальдивы. Мне подарил мужчина подарок и обиделся на меня за то, что у меня это не вызвало никаких эмоций. Как бы браслет. Он просто пустышка, он пользуется какими-то заумными словами. Чего не хватает современным мужчинам? Я думаю, тестостерона. Сейчас будет много мата, потому что я установила дейтинговое приложение. Сразу получила несколько взаимных лайков и шок. Мужчины просто не пишут. Я сначала думала, что что-то не так с моей страницей. Ну, там, может быть, я не совсем хороша. Но потом поспрашивала своих подруг, и оказалось, что это, в принципе, норма. Типа, с хера ли он должен писать тебе первым? Вы что, там, совсем охуели? Я немножко в потому что на протяжении всей жизни видела совершенно другой пример. И в моем понимании мужчина должен подходить первым и писать первым. А теперь поясню для мужчин, которые считают иначе. Малыш, иначе тебя назвать не могу, потому что это чисто детская позиция. Если я напишу тебе первой, то у нас ничего серьезного-то и не выйдет, потому что первой я пишу только друзьям, коллегам и партнерам по бизнесу. И даже если у нас что-то с тобой получится, я все равно не буду воспринимать тебя как полноценного партнера, потому что в начале наших отношений яйца в руки взяла я, а не ты. И, девочки, если вы считаете, что это ок написать первой, то сразу вопрос, нахуя вам такой мужик? Потому что если он сейчас боится проявлять инициативу из-за страха отказа, то что же будет, когда он встретится с реальными жизненными проблемами? Я вот не знаю. Я ушла со свидания с молодым человеком, потому что он мало зарабатывает. Или не зарабатывает ничего. Я так и не поняла. И меня захейтило очень много мужчин. Люди в комментариях переходили на оскорбление меня. При всем том, что я не оскорбляла никого. Я лишь сказала, что мне с моим уровнем дохода и реализованности в данный момент не подходит такой формат общения. После этого рилса я задалась вопросом о том, почему сильная, успешная, амбициозная и реализованная девушка так легко попадает под категорию тарелочницы, шлюхи, требовательной или меркантильной. Для меня кажется нормальным, что если ты создаешь себе определенный уровень комфорта, делаешь это самостоятельно, без помощи родителей, папиков, хотя если родители помогают, я не считаю это не настоящим успехом. Если ты создаешь это все сама и умеешь поддерживать свой уровень жизни на определенном уровне, почему кто-то из мужчин оскорбляется на то, что такая девушка не хочет возвращаться снова в шалаш, продавать свою квартиру, 2 машины, офис в Татарстане? Просто мне кажется, что тогда этот шалаш не станет раем, а станет камнем преткновения внутри этой пары. Так зачем идти на этот конфликт, если можно его избежать и заранее выбирать того человека, который разделяет твои амбиции и уровень жизни вместе с тобой? Что вы об этом думаете? Сколько мне надо зарабатывать, чтобы ты рассмотрела меня как парня? 1 миллион рублей. 1 миллион рублей? По 10-бальной шкале сколько оцениваешь свою фигуру? 1. Почему? Еще не доделала все, что хотела. А можешь показать, покрутиться? Да. А что ты еще хочешь сделать? Грудь? Прям, а у тебя сделай прям большую грудь. Сделаю. Какого размера? 4-5. 4-5? Да. Ты шутишь? Нет. А зачем? Нравится? Знаешь, что спина будет болеть? Не будет. Что это тяжело. Ты качаешь спину уже заранее? Нет еще. А дай совет, как парням правильно с тобой познакомиться? Нет совета. Никакой не могу дать совет. Ты парня уже очень давно. Ну и исправим. А какие тебе парни нравятся? Высокие, блондины, Сколько? светлые. 1,95 м. 1,95 м? Да. Понимаешь, что это вот столько? Да. Вот столько. Да. Может, ты оставишь таких парней высоким девушкам, Нет. а то им карлики достаются? Нет. Светлый обязательно, Светлый. русский. Глаза голубые, Да. а зеленые пойдут? Ну, можно, да. Но желательно голубые. И доход от... 200 тысяч рублей. Нормально. Почему вот именно сейчас в наших... По какой причине вообще мужчины начали вот так вот себя вести? Счет 50 на 50, сама себя обеспечивай. Сама доедешь? Сама доедешь, ну или пригоняй ко мне в ресторан, я тут пиво пью. Я должна что сделать? Я должна что вызвать сама себе такси, получается, и приехать к тебе в ресторан, где ты пьешь пиво. Серьезно? А у тебя что, блядь? Я должна отказаться от каких-то других вариантов, которые меня привезли, увезли, накормили, напоили, поцеловали, блядь. Нет, на самом деле, почему реально всю жизнь? Мужчина добытчик, женщина дом. Клянусь, я ненавижу, все знаешь, как я ненавижу мыть полы, вот это убираться. Я вообще для красоты, любви и богатства рождена. Но если будет вот достойный, нормальный мужчина, я типа не буду чувствовать себя, вообще у меня не будет никаких границ, я буду вылизывать эти полы, я буду мыть это, я буду для него как хатика стоять, буду ждать. Еще нету вот этого вот человека, который смог бы действительно меня расслабить. Поэтому я буду работать и сама себе все это делать. И никто не заставит меня мыть полы, пока я сама этого не хочу, пока мне кто-то не докажет, что он этого достоин. Аминь.
Ну, как бы я хочу на твоего мужа будущего посмотреть. Он будет, что... Пусть я даже останусь, пусть мне 31 мне год, и пусть я буду типа одна, пусть даже буду я всю жизнь. Когда я хуй жить одна. Зачем? Я сама себя обеспечиваю. Мужчина всю жизнь добытчик. Всю жизнь. Всю жизнь так было. А сейчас вот эти мальчики, мои корзиночки любимые, мы обижаемся и женщин называем меркантильная. Какая же ты меркантильная? Тебе надо деньги. Мне надо деньги. Мне надо деньги. Женщина, которая сама себя обеспечивает в наше время как минимум там на 200 тысяч. Ей неинтересно разговаривать с мальчиком, который работает на заводе. Ну извините меня, простите. Я вообще работаю в метро, но у меня столько дел. Я везде. Вот я считаю, что мужчина должен быть круче меня еще в 3 раза. И сказать мне, не работай в метро. Но я буду. Вот и все. Вот и все. Подарил мужчина подарок и обиделся на меня за то, что у меня это не вызвало никаких эмоций. Как бы браслет. Ничего необычного. Обычный классный подарок. Если б это были бриллианты. Но это не бриллианты. На что я ему говорю: милый, не вызвало у меня восхищения, потому что это не бриллианты. Он мне говорит: как ты можешь? Иду в магазин проверять, бриллиант или это. Глаз. Глаз? Мое кольцо, как бы Yeah, разница. this Это is diamond. diamond. Очевидно. Да, это сапфир. А это, говорит, просто глаз. Стекло. Мужчины, на что вы рассчитываете, когда вы такие подарки дарите? Ну, то есть это насколько надо быть глупышкой? Вот объясните мне, что я не понимаю. Заботишься о девушке, ухаживаешь, кормишь, даешь деньги, даришь цветы, заботишься, поддерживаешь с ней связь, длительное общение, переписки и прочее. Она уезжает в другой город, идет на свидание, знакомится с парнем и в этот же вечер спит с ним. Через пару часов после знакомства. Что я не понимаю в этой истории? Забота и ухаживание — бессмысленная херня. А потом ты идешь в лесу и думаешь об этой херне всей. Что не так? Знаете, что такое построить отношения в современном мире? Это когда тебе нужно пройти 7 кругов ада. То есть вначале ты общаешься с мужчинами в переписке, большинство из них даже не умеет общаться, потому что либо тебя сразу начнут обвинять в меркантильности, но при этом спрашивать, где и с кем ты живешь, а своя ли у тебя квартира, какая машина, какой у тебя достаток. Возможно, будут скидывать фото своего причиндала и просить тебя что-то прислать. А если ты будешь говорить, что тебе это не интересно, значит, ты какая-то несовременная. Более того, они могут сносить чаты, потому что на что-то обиделись, игнорировать. Меньшая часть вообще из них доходит до свидания. Поэтому если свидание все-таки состоялось, скорее всего, на нем тебя тоже будут проверять на меркантильность. Поэтому вы пойдете гулять в парк, и максимум, что тебе могут предложить, ну, это, наверное, кофе. А в конце свидания тебя будут, скорее всего, звать к себе домой или напрашиваться к тебе. А если ты откажешься, то, скорее всего, ты тарелочница. И вот когда спустя всю вот эту вот свалку вдруг тебе встретится адекватный, нормальный мужчина, ты не начнешь радоваться, ты начнешь искать подвох. Тебе будет казаться, что это ненормально, когда мужчина ухаживает, когда он говорит и за словами следует действия, когда он проявляет максимально к тебе заботу. Тебя это начнет даже как-то отталкивать и пугать. Если этот бедный мужчина все это выдержит, потому что ты уже не особо кому-то доверяешь, веришь и вообще хочешь поставить уже крест на вот этом всем. Если он это выдержит, тогда да. Тогда у тебя сложатся отношения, и ты будешь счастлива. Девочки, срочный общий сбор. Надо посплетничать. Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, у меня одной так или у вас тоже? Почему, когда ты накрашенная, наряженная, такая укладочка, макияж, секси, какое-то платье, мужчины не подходят знакомиться? То есть со мной на самом деле очень редко знакомиться лично. То есть практически не бывает такого. Но когда ты одета по-бомжатски, такой свободный стайл, еще вот меня высыпает, я сверху надеваю кепочку, чтобы не было видно моих прыщей, потому что я смущаюсь и стесняюсь, как-то некомфортно себя чувствую, пытаюсь волосами это все спрятать, укладка забыла слово свежесть, и ты идешь быстренько там куда-то там по своим делам, чтобы тебя лишний раз никто не видел и не слышал. И именно вот такой момент мужчина, даже не один, хочет с тобой познакомиться, предлагает тебе бокальчик просекко, приглашает тебя на ужин и еще там куда-нибудь. И вот ты стоишь и думаешь: боже, я выгляжу максимально не фреш, чувак, почему ты подходишь ко мне именно в этот момент? Девочки, я не могу ответить сама себе на этот вопрос. Скажите, у вас тоже так? Я начинаю понимать, почему я не могу ни с кем познакомиться и встретить мужчин.
Вот только что произошел такой вот момент, который мне случился инсайт. Мы пришли играть в падел, здесь красивые мужчины и женщины собрались. И значит, когда люди знакомятся друг с другом, иностранцы, они всегда улыбаются во все 32 зуба, протягивают тебе руку, обязательно eye-контакт, они смотрят тебе в глаза, говорят свое имя, представляются, спрашивают, как у тебя дела, как знакомимся мы, люди из России, особенно женщины. Хай. Все. Вот я по-другому не умею. Мало того, что я из России, я же еще из Дагестана, то, у меня просто пипец. Я вот, когда на меня мужчина смотрит, у меня такое лицо, как будто я верная жена и мать 5 детей, и я вообще, как бы, типа, не в поиске, мне это не интересно. Надо пойти на курс актерского мастерства, наверное. Хотя бы, чтобы вот это вот знакомство произошло. Дальше уже можно ходить со своим покер-фейсом. Девочки, я сейчас заплачу. Мне 28 лет, да? Я не тупая больше. Ну, то есть меня тяжело удивить. Какой рядом со мной сейчас должен быть мужчина? Если я уже понимаю сразу, что он долбоёб. 20 лет меня легко было удивить. Я ссалась кипятком от того, что вот парень скажет, что он гитарист в музыкальной группе. Ну, сейчас-то я понимаю, что это кринж. Девочки, 18-20, я была глупенькая. Он мог сказать, я мужик, я так сказал. А я бы сказала, ты такой мужественный. А сейчас пусть рот попробует открыть, я ему там яйца отрежу вместе со всем остальным. Ну, я старшая дочь в кавказской семье. Чел, со мной папа не спорит. Куда ты лезешь, блядь? Я же еще не буду соглашаться на меньшее, у меня же такой характер. Я лучше заведу еще кошек, я клянусь. Я что, много прошу, просто вот мужика, который знает, что хочет. Мы с тобой пробуем. Я адекватный, и я не долбоёб. Все. Не определившиеся маминкины корзиночки просто. Я не знаю, что это должен быть за мужчина, чтобы я сказала одобрено.